Вашингтон-сквер. Это, наверное, одна из самых старых площадей Нью-Йорка. И с районом Гринвич-Виллидж она была практически с самого основания. Ну, до появления голландцев, естественно, здесь были индейские резервации, холмы. Рядом протекала речка с очень интересным названием Минетта. Теперь это Минетта-Роуд. Там водилась форель. А в начале 18 века власти Нью-Йорка купили вот это место под кладбище. Для кладбища для бедняков и бродяг. А на месте фонтана поставили виселицу. Повесили, закопали очень удобно. И так хорошо у них пошло, что к 20-м годам 19 века места не осталось. И решили кладбище закрыть, чуть замуровать. Не знаю, уж перенесли они могилы куда или просто закопали. Но в то же время начали проводить первые военные парады на этой площади. И пушки проваливались в могилы. Тогда же, значит, площадь начали, облагородили, и вокруг начали строить очень дорогие дома. Вот со стороны 5-й авеню, где дома до сих пор остались, там жили очень богатые люди. В середине 20 века, к 50-м годам, это место облюбовали фолк-музыканты. Вообще, Гринвич-Виллидж — это такое достаточно богемное место всегда было. Здесь селились художники, писатели, музыканты. Здесь жил Эдгар По, здесь жил Керуак, здесь жил Боб Дилан. У Хендрикса здесь были первые концерты в знаменитом кафе «Вуа». И вот в начале 50-х годов фолк-музыканты каждые выходные приезжали сюда и джимовали друг с другом. Пели какие-то известные песни, народ к ним присоединялся. И это приняло такой масштаб, что местные власти решили лавочку прикрыть. И уж не знаю, по каким предлогам, там больше двух не собираться или еще как. Но инициативная группа тут же собралась и опротестовали решение. И вот в 50-х годах, как я уже сказал, фолк-музыканты, потом к ним присоединились битники, 60-е, 70-е годы хиппи. И вот где-то 30-х годов, с 50-х по 80-х, здесь была такая культурно-социальная движуха. Сейчас же того духа, конечно, не осталось здесь. Это больше похоже на место для семейного отдыха. Сюда приезжает очень много туристов, потому что благодаря киношникам это место известно на весь мир. Почти в любом фильме про Нью-Йорк вы увидите обязательно Вашингтон-сквер, ту арку. Но вот вообще это такое любимое место побегать. С утра здесь очень многие бегают, приходят с собачками погулять, попрыгать с детьми. Дети купаются в фонтане. Всем весело. Такое место для семейного отдыха.